Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что нового есть в решении проблемы алиментарной анемии поросят. Недостаток железа в организме новорожденных поросят – это повсеместная проблема. И проблема эта не для одного или нескольких поросят в помете, это касается всех новорожденных поросят. Я мог бы долго рассказывать, почему возникает дефицит железа у поросят и почему такой проблемы нет, например, у диких свиней, если бы это хоть как-то могло уменьшить эту проблему. Но, увы, в этом нет никакого практического смысла. Независимо от нашего знания или незнания, проблема дефицита железа есть у всех современных поросят и будет всегда. В этом вопросе следует понимать следующее, что выход здесь один. Надо бороться с этой проблемой. А если не профилактировать, то в конце концов это будет проводить или гибели поросят, или выжившие поросята будут настолько ослаблены, что не дадут никакой прибыли свиноводу. Выжившие поросята будут не круглыми и розовыми, а будут бледными заморышами, которые будут много болеть, плохо есть и плохо расти. Для свиноводов такие выжившие поросята будут приносить не прибыль, а только одни убытки. Недостаток железа у поросят – это серьезная проблема современного свиноводства. Этому способствует много факторов. Это и высокая многоплодность свиноматок, и всевозможные нарушения в кормлении и содержании свиней. Современная селекция выжила из организма свиноматок все. Причем на грани физиологических возможностей. Да, свиноматки сейчас многоплодные, поросята быстро растут, имеют низкую оплату корма, но за это приходится расплачиваться решением множества проблем. В том числе и решать проблему недостатка железа у новорожденных поросят. Эта проблема появилась далеко не сегодня. Эту проблему стали отмечать еще в начале 50-х годов прошлого столетия. То есть, как только начало развиваться активно промышленное свиноводство, так болезнь сразу же и проявилась. Проблема не осталась без внимания. С ней начали бороться. Сначала стали применять комплекс микроэлементов, в которые входили сернокислое железо, медный купорос и хлористый кобальт. Были разные модификации таких комплексов, но применение таких препаратов с кормом было достаточно трудоемким занятием, да и не всегда это давало желаемый результат. Железо в такой форме усваивается лишь на 10%. И при таком введении есть еще один минус, что если у поросенка наблюдается какое-нибудь желудочно-кишечное заболевание, то применение оральных железосодержащих препаратов вообще теряет всякий смысл. Но в любом случае это уже был прогресс, ведь даже такой подход все-таки позволял уменьшить проблему дефицита железа у поросят. Логика подсказывала, что надо создавать такой препарат, который бы вводился внутримышечно сразу после рождения поросенка, и чтобы в его организме создавалось хранилище препарата, чтобы железо было в усвояемой форме и чтобы оно медленно высвобождалось из депо. Были созданы ферродекстрановые препараты, в которых трехвалентное железо находится в коллоидном состоянии в соединении с полисахаридами. Ферродекстрановые препараты производят сейчас почти во всех странах мира. Я даже не буду перечислять эти названия. Это невозможно. Настолько их очень много. Практически в каждой стране выпускают по несколько наименований железосодержащих препаратов. В настоящее время уже все свиномоды понимают, что поросятам надо обязательно колоть железо. И в настоящее время, наверное, нет ни одного свиноводческого хозяйства, где бы эти препараты не применялись. Как правило, ферродекстрановые препараты применяют на 2-3 день после рождения поросят. Как я уже сказал, что в современных железосодержащих препаратах железо крепится к полисахаридной матрице. Благодаря этому в организме создается депо железа. После инъекции такого препарата железо потихоньку отщепляется от этой полисахаридной матрицы и удовлетворяет все потребности поросенка до тех пор, пока поросенок сам в достаточной степени не начнет себя им обеспечивать. Железо при этом выделяется не сразу, а медленно. И это очень важно, ведь избыток железа в организме поросят тоже плохо. При избытке железа снижается усвояемость меди и проявляется токсическое явление. Связь железа с экстраном как раз и позволяет избежать этого, и железо выделяется постепенно из этой полисахаридной матрицы. Полисахариды – это своего рода транспортная система для железа, и от нее очень сильно зависит эффективность железосодержащего препарата. Поэтому понятно, что ученые постоянно работают над ее улучшением. Сразу возникает вопрос, так а что улучшать, если все и так работает? А вот что. Установлено, что для синтеза гемоглобина,
а как раз на его синтез идет почти все железо, необходимо также обязательное участие цианкобаламина и фолиевой кислоты. Эти два ключевых витамина крайне необходимы для образования гемоглобина. Правильное пропорциональное их сочетание позволяет ускорить и образование гемоглобина, и улучшает защитную функцию печени. Совместную работу железа, фолиевой кислоты и витамина В12 можно сравнить с работой двигателя внутреннего сгорания. Автомобилисты меня сразу поймут, что для того, чтобы в двигателе внутреннего сгорания образовалась правильная горючая смесь и двигатель работал как часы, необходимо, чтобы в камере сгорания бензин смешивался с воздухом в правильном соотношении. В железосодержащем препарате горючим служит железо на полисахаридной матрице, а витамины можно сравнить с воздухом. То есть витамины являются как бы турбиной для железа. Если вам больше нравится слово катализатор, то окей. Пусть это будет не турбиной, а катализатором реакции. Но сравнение с турбиной лично мне в этом случае нравится больше. Самое главное, чтобы в железосодержащем препарате были правильно подобраны пропорции железодекстранового комплекса и витаминов. При таком сочетании значительно, почти вдвое, увеличивается усвояемость железа организмом новорожденных поросят в сравнении с другими железосодержащими препаратами. Поэтому правильная комбинация в железосодержащем препарате и железа, и витаминов является более предпочтительным вариантом, нежели вводить эти же витамины отдельно от железосодержащего препарата. Положительный эффект от таких препаратов значительно выше, чем от введения обычных железосодержащих препаратов. Такие препараты относительно недавно появились на рынке. Их немного, но они уже есть. Например, препарат Ferrum Plus, производителем которого является фирма Biotest Laboratoria. Данный препарат в своем составе содержит и железо с низкомолекулярным декстраном, и фолиевую кислоту, и цианкобаламин. Эффективность препарата уже проверена многими свиноводами. Проверьте это и вы, и лично убедитесь в новом и эффективном решении проблемы недостатка железа у новорожденных поросят, ведь наука и производство не стоят на месте. И если среди зрителей этого видео уже есть свиноводы, которые использовали Ferrum Plus у себя в хозяйстве, то внизу в отзывах напишите об этом. Очень интересно узнать о вашем личном опыте применения данного препарата. Если же у вас возникнут вопросы, то тоже обращайтесь. Внизу под видео смотрите ссылку на сайт производителя и официальную инструкцию по применению препарата Ferrum Plus. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!